Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшняя наша встреча посвящена раскладу Таро на любовный треугольник. Этот расклад составлен по вопросам реального клиента. И какие это будут вопросы, я сразу зачитывать не буду. Если вам интересно, тайм-коды на каждый конкретный из 10 вопросов вы найдете в описании под настоящим видео. Для тех, кто хочет посмотреть общий расклад Таро на тему любовных треугольников, как личный, настраивайтесь на себя, на своего партнера, на свою соперницу. Этот расклад Таро больше для женщин, чем для мужчин. И мы с вами начнем с первого вопроса. Вопросы я зачитывать не буду, буду сразу давать ответы по вопросу. Так будет вам интереснее. Еще раз, тайм-коды на сами вопросы вы найдете в описании. Итак, первый вопрос. Вот то, что происходит в ваших отношениях, можно описать как мужчина сомневается в продолжении ваших отношений. То есть у мужчины есть серьезные опасения и серьезные сомнения по поводу того, продолжать ли ему эти отношения или нет. Особенно если мужчина лев, стрелец или овен. Мужчина в этой ситуации, скорее всего, считает себя правым. Он считает, что он прав. Да? И, как минимум, его желание вкладываться материально и физически в эти отношения под большим-большим вопросом. То есть он как бы не видит, что ли, перспективы в этих отношениях. Сам мужчина. Что еще происходит в ваших отношениях? И сама женщина может тоже быть в ситуации, где она сама тоже сомневается в этих же отношениях. И женщина здесь еще и достаточно сильно переживает и, возможно, болеет этим мужчиной или очень сильно страдает. Да? Тут девятка мечей, она часто и о страданиях. Следующий вопрос. Тем не менее, его отношения к вам стабильные, он вас ценит, он будет продолжать вас ценить, и его отношения с вами, они его радуют, но наличие треугольника в этих отношениях ему как бы на руку. И то, что в этих отношениях есть любовный треугольник, а он есть, они выпадают, эти тройка пентаклей, это часть кармы вашего партнера как минимум. И, возможно, часть родовой программы, как вашего партнера, так и, возможно, вашей родовой программы, особенно по линии отца. То есть, еще раз, ваш партнер относится к вам позитивно, и отношения с вами его могут радовать. Они его точно радовали раньше, но сейчас у него, возможно, упирается все, в финансы в конечном итоге. Да? То есть он сомневается в финансах и упирается в перспективу в финансах. Поэтому он физически не уверен в своих способностях вытягивать отношения в формате треугольника. И, возможно, может отдавать преимущество, допустим, вашей сопернице на данный момент. Но, тем не менее, при этом его отношения к вам не ухудшились и, возможно, не ухудшатся. Да?
Третий вопрос. Он испытывает к вам противоречивые чувства. С одной стороны, вы умны и красивы, а с другой стороны, вы его околдовываете. То есть он сомневается и чувствует противоречие, где ваша красота поглощает его. Он как бы застревает в вашей красоте и чувствует, что хочет вырваться из этого плена, да, из этой пленящей красоты. Но чем больше его отношения с вами происходит, тем сильнее он в этой красоте и в этом разуме запутывается. Да? Но по сути он испытывает к вам пьянящие, манящие чувства, которых он опасается, побаиваясь, что это некая магия. И это в нем порождает противоречие. Если упростить максимально, что он к вам чувствует? Он испытывает к вам чувство как красивой партнерши, но боится этой красоты. Он ценит ваш разум или ум, но боится этого ума, да, опасается. Да? То есть он боится или опасается не вырваться из этого плена. Но на это все накладывается его финансовая, не сколько финансовая, сколько неуверенность в себе. Да? Он сам себя недооценивает в аспекте, а потянет ли он эти отношения, а может ли он потянуть треугольник, а хватит ли у него не только финансов, но и физических сил. Да? Четвертый вопрос. Смотрите, сопернице он врет. То есть между ним и соперницей происходит, как минимум, они друг перед другом, может быть, пытаются говорить правду, но один другому что-то не договаривает. То есть он обманывает соперницу. Соперница и он – это любовники, то есть у них страсть. Да. И третья карта говорит о том, что между ним и соперницей происходит пылкая страсть, они такие любовники, и он считает, что он контролирует ситуации путем обмана и путем того, что он находится на дистанции от соперницы. Поэтому он не настолько близок к сопернице, как вы думаете, да, но тем не менее между ними есть пылкие отношения, да, интимного характера в том числе. И все это, связано неправдой, взаимным обманом, недоверием, ложью и какими-то хитрыми, порой коварными ходами, да, или манеры и поведения, да, вот так. Следующий вопрос, давайте посмотрим, это 5-й вопрос. К ней он относится неоднозначно, он не понимает, как ее расценивать. С одной стороны, он видит в ней сильную женщину. С другой стороны, он видит гармоничную женщину. С третьей стороны, он видит женщину, которая где-то похожа на его мать. И с еще одной стороны, он может видеть женщину, которая похожа на его жену или мать его детей. Но он также в ней видит ту женщину, которая может его околдовать. То есть он потенциально видит и в вас, что-то чарующее, пьянящее, манящее и околдовывающее. И в сопернице он видит то же самое. По сути, его отношение к ней до конца непонятно ему, до конца непонятно вашей сопернице. И, скорее всего,
он опасается ее не меньше, чем вас. Понимаете? Поэтому где-то в отношениях как с вами, так и с ней у него сохраняется некий паттерн, да, где он сталкивается со своими страхами, со своими фобиями, да, вот так вот. И он не может решиться на какой-то поступок, который бы, возможно, конкретизировал его отношения с ней и ваши отношения с ним, да, вот так. 6-й вопрос. Чувства, которые он к ней испытывает, это чувство комфорта. Ему с ней хорошо. Но ему с ней хорошо, потому что он этого хочет, потому что это эгоистичные чувства. Тем не менее, эти чувства для него тревожные. С одной стороны, ему с ней комфортно, а с другой стороны, он начинает напрягаться. И он понимает, что он берет на себя достаточно большие полномочия, да, или серьезные полномочия, или много ответственности. И обратите внимание, в этой лодке плывут 2 женщины и 1 мужчина. Поэтому смотрите, какие чувства он испытывает к ней. Это противоречивые чувства. С одной стороны, он с ней отдыхает, расслабляется, ему в кайф, потому что он этого хочет, а с другой стороны, он понимает, что он сильно много на себя берет. И это его волнует. И видите, его волнение накладывается на ваше волнение. Да? То есть у вас с ним лично резонанс по волнениям, а с ней у него резонанс, с одной стороны, есть отдых и расслабление, а с другой стороны ответственность. Вопрос номер 7. И вопрос номер 7 звучит таким образом. Вот как он поступит? Он поступит по дьяволу. Он, скорее всего, сохранит связь, которая ему выгодна, и эта связь будет и с вами, и с ней. Он может и будет, скорее всего, вести себя как предатель и будет делать вид, что он игнорирует какие-то очевидные вещи. Поэтому смотрите, по отношению к вам и по отношению к ней, как он поступит? Он будет сохранять отношения и с вами, и с ней. И выглядеть это будет как предательство, как для нее, так и для вас. А он будет делать вид, что ничего не происходит. Он будет делать вид, что ничего не замечает. Но со стороны это будет выглядеть как предательство и как взаимная зависимость 2 партнерш от одного мужчины. Ну вот, как ни странно, дьявол, 5 мечей и 4 мечей. То есть он будет пытаться делать вид, что ничего не происходит, но будет это все выглядеть очень скверно. В его семье сейчас ситуация не самая лучшая. Он боится уйти и не рискует уйти. Но и, скорее всего, его супруга, если таковая есть, не отпускает его и не дает ему осуществить какие-то четкие планы по уходу. То есть она его может удерживать. И удерживать она его может как какими-то прямыми действиями, так и по дьяволу. Да? В его семье происходят разные события, и хорошие, и плохие. Ну и здесь, если есть дети у этого человека, то, скорее всего, в его семье его удерживают путем связью, путем связывания его с детьми, да, то есть это манипуляция детьми, так называемая. 9-й вопрос.
Ваши отношения – это не конец, но, возможно, пауза. Сейчас похоже, что эти отношения разорваны, но если вы приложите определенные усилия, то этот конец, который вам кажется в отношениях, может перейти в паузу. Можно ли улучшить или возобновить ваши отношения по этим картам? Ну, смотрите, здесь 6 и 9, получается 15, дьявол. Да, но нужно понимать, какие условия, какие интересы у вас по дьяволу, да, а дьявол здесь выпадает. То есть у каждого должны быть свои интересы, как у вас, как у партнерши, так и у него. То есть, по сути, если сейчас вам кажется, что эти отношения разорваны, прилагая усилия, вы можете эти отношения поддерживать. Ну и нужно понимать, есть ли у вас эти силы, есть ли у вас ресурсы, есть ли у вас желание. И эта карта, она часто тоже о кармических отработках. Здесь нужно понимать, на какие жертвы или на какие усилия вы готовы идти. Потому что это работа и это работа. Это работа по трансформации личностной, а это работа по кармической отработке. По сути, эти отношения через боль ведут вас к трансформации, и это часть вашего кармического пути. Для вас лично. Поэтому можно ли возобновить? Да, можно попытаться, если вы найдете какие-то свои интересы, свои цели, и это будет частью вашей трансформации. 10-й вопрос. 10-й вопрос говорит о совете, как вам поступить. И здесь карты говорят о том, что вам придется проходить часть кармической трансформации, которая является частью какого-то кармического узла или родовой программы по линии отца, о которой я говорил. И здесь карты говорят о том, что вам нужно трезво оценивать свои ресурсы, свою самооценку и понимать, чем вы готовы жертвовать в этих отношениях и чем вы не готовы жертвовать в этих отношениях. Скорее всего, ваша самооценка является основным критерием вашей возможности жертвовать, желанием жертвовать или невозможностью и нежеланием жертвовать в этих отношениях. Карты говорят о том, что вы, возможно, можете чем-то пожертвовать, но вам нужно просчитывать, может быть, рассчитывать какие-то риски и понимать, что вы готовы терять и с чем вы расстаться не можете. Мира вам и вашему миру. Оставайтесь на связи и услышимся. Пока-пока.